Советник губернатора Луганской области Наталья Пшеняна. По совместительству руководитель Луганской областной организации политической партии «Громадянская оппозиция». Отлично. Можете продолжать. Ну, в принципе, что бы хотела, если коротко сказать. Значит, первый проблематичный вопрос, на мой взгляд, который бы я хотела поставить, очень серьезный. Какие предприняты меры со стороны нашей власти по прекращению финансирования терроризма? То есть в чем это выражается? Значит, на сегодняшний день в эти бандформирования основной своей массой входят бывшие сотрудники МВД, бывшие милиционеры. Это люди, которые получают неабыйки пенсии, в общем-то, достаточно высокие. Этих людей собирали в данные банды, в данные формирования уже очень давно. То есть работа со стороны Российской Федерации, служб ФСБ, велась очень давно для формирования вот таких неких подразделений. Под каким предлогом это делалось, я не знаю. Наверное, это было какое-то финансирование, то есть люди уже были подсажены на определенную углу. На сегодняшний день известны, я считаю, что, по крайней мере, нашей СБУ должны быть известны фамилии, имена и отчества этих людей, которые там задействованы. Это очень много сотрудников, бывших сотрудников МВД, которые сегодня совершенно спокойно продолжают получать наши пенсии. Точно так же они получают финансирование со стороны Российской Федерации, со стороны банды Ефремова, которая точно так же заинтересована и финансирует все это безобразие, все происходящее. Значит, абсолютно нет никаких сомнений. Поэтому, как минимум, государство Украины сегодня должно перестать финансировать террористов. И в законодательном поле тем людям, которые там задействованы, просто прекратить выплату всяких пенсий. И тем более, что, вы знаете, как у нас модно, у нас все участники боевых действий, у нас все милиционеры, точнее сказать, по каким-то купленным абсолютно неправдивым документам, то они афганцы, то они чернобыльцы, то они участники боевых действий, это какие-то льготы, это какие-то надбавки многочисленные, поэтому вот это безобразие, на мой взгляд, надо очень срочно прекращать. Дальше, второй момент. Значит, что тоже немаловажно. На сегодня практически вся эта армада СБУ, вся армада МВД действующая, которая полностью, в общем, отстранилась от выполнения своих задач, мы прекрасно понимаем, что милиция на сегодняшний момент в Луганской области не существует. То есть, но я не слышала ни разу, ни от руководства области МВД, кому из них на сегодня прекращено финансирование. То есть все абсолютно спокойно получают из бюджета Украины свою зарплату за свое полное бездействие. Вот, значит, простой пример. Батальон «Айдар» зашел в город Счастье. В Счастье сегодня установлена комендатура, опять же, силами этого батальона. Это, мы знаем, это легендарный батальон, который сформирован с активистов Майдана и с активистов Луганского Майдана. Ну, не только Майдана, потом уже люди всякие разные присоединяются. Это и север области, это и селяне. Все присоединились в этот батальон, в общем-то, для того, чтобы защищать свою страну. Так вот, мало того, что этот батальон на сегодняшний день, есть у меня информация, якобы они уже обеспечены оружием, боеприпасами, но, скажем, еще неделю назад этот батальон был только наполовину укомплектован как оружием, так и боеприпасами. Что ребята шли в бой, не имея даже автоматов, только половина, только 150 из 300 были вооружены автоматами, остальные 150 точили саперные лопатки для того, чтобы вступить в рукопашный бой вот с этими зенитками, автоматами, пулеметами и уже теперь системой ГРАД. Понимаете, вот какая просто возмутительная ситуация на самом деле происходит. И это при том, что мы постоянно читаем в интернете о том, что у нас какая-то помощь, то Америка, то Европа и так далее, нам помогают. Нет ни бронежилетов, ни касок на сегодняшний день. Ну, как бы бронежилетами более-менее они еще комплектованы, проблема с касками остается на сегодняшний день. Это очень важно. Сегодня я, например, видела одного бойца, который благодаря бронежилету остался жив. Но опять же, эти бронежилеты, они сами находили спонсоров, сами покупались, и по сей день формируются вот такие вот закупки каким-то кустарным методом. Хотя нам известно, что помощь идет, и в ближайшее время должны якобы зайти тоже партия касок. Но я больше чем уверена, что этими касками будут торговать, и точно так же мама и папа будут эти каски покупать, или мы будем покупать для бойцов всяких батальонов вот эти каски, которые в ближайшее время якобы на границе там растамаживаются и так далее. Как это, в общем-то, постоянно и происходит. И сегодня, кстати, да, открыли подпольный цех по изготовлению бронежилетов во Львове, представляете? То есть не то, что это подпольное, а просто там какую-то ерунду делали.
как сами бойцы говорят, я часто с ними общаюсь, в общем-то, поддерживаем отношения, и я понимаю так, что бойцы сначала эти бронежилеты, которые закупают, проверяют в боевых условиях, то есть стреляют в них, то есть они тоже смотрят, потому что это их жизнь, и они их проверяют. Если это какая-то ерунда, как вы говорите, то я думаю, что они не будут покупать такие бронежилеты. Все эти моменты с ними согласовываются, то есть они говорят, что покупать, или же лучше дайте деньги, мы сами купим, мы знаем где, что и как, это очень тоже важно. То есть я не вижу сегодня серьезной работы вообще нашей власти по обеспечению армии. Я вам больше скажу, заявление Коваля о том, что батальон Айдар самостоятельно вступил в бой, это полный бред на самом деле. И за такие вещи надо либо увольнять, либо сажать, извините за выражение, потому что, естественно, никакой самодеятельности там не было. Была координация разведки, куда идти и так далее, просто батальон, это я знаю от бойцов непосредственно, им сделана не совсем была правильная координация разведчиками, и они зашли уже глубоко в тыл, и поэтому оказались отрезаны, во-первых, жертвы, благодаря этому, ну, к счастью, там в самом батальоне всего 4 человека погибло, но это хорошие бойцы, это наши патриоты, каждый, ну, я не знаю, каждый такой человек стоит, наверное, тысячи обычных, лежащих на диване, вот, это надо четко понимать. Поэтому это все очень важно. И люди попали в плен точно так же, благодаря вот этой не совсем профессиональной работе разведки нашей. А вместе с тем Коваль заявляет о том, что это какая-то самодеятельность и так далее. Это все вранье, ложь и провокация. Значит, за такие вещи надо просто снимать и убирать, и прекращать вообще всяческое общение с этими людьми. Больше того, на мой взгляд, проблематично, нет абсолютно никакой плановой работы по поводу, скажем, зачистки и организации правопорядка на тех территориях, в которые заходят военные. Ничего не делается абсолютно. Не ведется никакой, скажем, идеологической работы среди этих людей. Полностью зазомбированное население, очень много лет, 23 года, по сути, партии регионов и коммунисты имели там власть, вырезалась, вы должны понять правильно, сначала Тихоновым, потом Ефремовым, выбивалось, убивалось, вырезалось все думающее, прогрессивное. Это не просто так. Это все просто вырезалось, вытеснялось, убивалось и уничтожалось просто на корню. Поэтому люди все более-менее прогрессивные, более-менее нормальные думающие, они просто вынуждены были выдавливаться, уходить из области, строить свой бизнес где-то за пределами Луганской области. Их просто ставили в такие условия. Поэтому область полностью контролируется, и по сути остаются те, ну, в общем-то, люди, которые имеют ну, такое, в общем, зашоренное представление о жизни, то есть с неким рабским пониманием происходящего, для которых на 100 гривен больше, если мы будем в России, это хорошо, то есть они на это ведутся, они на это покупаются, но это работа идеологическая очень серьезная, которая на протяжении 23 лет, вот на мой взгляд, она проводилась очень серьезно. В то же время государство Украина никакой работы не проводила на территории восточных областей. Мы знаем, они всегда, как правило, были брошены. Там и выборы особо так организовывали, вот, скажем так, с центра, с запада представители, да, вот как-то вот было все пущено больше на откуп партии регионов, понимая, что ну, реально в такой ситуации и в таком, скажем, контингенте очень сложно побеждать, это правда. Но, тем не менее, это упущение всех, это упущение всех политиков. В какой-то степени нас тоже, может быть, меня, мы все виноваты в этом. Какой, на ваш взгляд, выход из сложившейся ситуации? Значит, во-первых, мое твердое убеждение, что прекращение одностороннего огня на сегодня Порошенко, и вообще это политика Порошенко, она полностью предательская по отношению не просто к Донбассу, но по отношению ко всей Украине. Потому что там сейчас формируются вот эти бандформирования, и, естественно, с учетом того, что если Янукович сегодня чувствует себя, по моей инсайдерской информации, некомфортно на Барвихе в Москве, и ему хочется назад забрать Донбасс, чтобы сделать себе вотчину для комфортного проживания. Это информация от по линии Курченко, скажем так, но понятно, что это одна шайка, абсолютно инсайдерская и трехдневной давности, скажем так. Вот, поэтому они как бы так и говорят, но вы должны понимать, нам некомфортно в Москве, мы хотим жить комфортно. И я пока понимаю так, что война наша не закончится, пока не закончатся вот эти 17 миллиардов долларов честно украденных у Украины, а может быть и больше, это же оценки очень приблизительные и предварительные, скажем так. Вот. Не знаю, насколько сегодня потрачено уже денег на эту операцию, но все прекрасно понимают, что боевики заезжают каждый день, которые проникают на территорию Украины, на территорию Донецкой и Луганской области, это люди, которым очень щедро платят, скажем прямо.
Вот, и платит никто иной, я думаю, как Янукович, потому что он же свою отчину отвоевывает. Но здесь некое стечение интересов, бизнес-интересов Путина, который готов героем продвигаться на восток, да, формировать свои рейтинги там зашоренной российской аудитории. И дальше Путину, конечно, сам Донбасс не интересен. Он убыточен, однозначно дотационен, на сегодня там, в общем-то, делать нечего. Если, конечно, у меня большая просьба, обращаюсь я ко всем журналистам, есть, по моей информации, на территории, скажем так, севера области, это начиная со Сватова, заканчивая где-то Красным Лиманом, там достаточно большие залежи сланцевого газа. И разработки там ведутся, но ведутся, я так понимаю, втихаря Ефремовым. Почему они сегодня заинтересованы как бы не закрывать границу и продолжается вот этот вот, причем я еще интересный факт, я пока не нахожу ему какого-то такого логичного объяснения, но может кто-то найдет. Значит, участились прямо по антрациту, идут колоннами машины с углем. Это машины скопанок, они едут на ближайшую станцию по обогащению угля. А вот почему вот эти колонны как-то вот, мне не совсем понятно, что это означает, но это просто как-то очень наглядно и заметно в последнее время стало происходить. Поэтому закрывать границу, вы видите, ее никто не закрывает. Я понимаю, что это сделать сложно. Вам не кажется, что восточная Украина может быть ему интересна, Владимир Владимирович, еще и как доступ к Крыму, потому что... Конечно, я об этом еще не успела сказать. Я хотела сказать, что да, там есть определенные ресурсы, которые просто разворовываются на сегодня вот этой шайкой Ефремова. Я не думаю, что без Януковича все это как бы подконтрольно, конечно же. Без него, вы знаете, он забирал, даже готов был забрать последний киоск, не то что там месторождение. Естественно, это было все как бы совместный бизнес. И он нелегальный абсолютно, этот бизнес. Вот. Помимо всего прочего, естественно, это начало для того, чтобы сделать вот этот пояс юго-восточный, о котором так много говорит спикер Госдумы, на минуточку, по федеральным каналам Жириновский. Не просто так, правда же, и там муха не взлетает без Владимира Владимировича. Вот. Поэтому, естественно, там целью всего этого является полностью вот этот юго-восток, включая Одессу, все, Херсонщина, Николаевщина, Запорожская область, Одесса и соединение с Приднестровьем. А дальше уже как бы уже наглые заявления того же спикера Госдумы. Когда, понимаете, я об этом слышала еще, когда Майдан стоял, мне казалось это бредом. Вот. Когда проходил сепаратистский съезд в Харькове, я тоже как бы по этому поводу уже начала, честно говоря, переживать, потому что мы, ну, в общем, очень серьезно мониторили как бы все происходящее и классили с канала на канал, да, когда сидел там Дугин и возмущался по поводу, когда на съезде там сепаратистском, хотя он не превратился, вот, он не превратился в сепаратистский в силу того, что, как я понимаю, Коломойский вовремя ЕПе привет передал от диаспоры. Я так понимаю, то есть это ощущалось как бы просто по ходу пьесы этого мероприятия. И когда они переписывали резолюцию по ходу пьесы, и когда тут же, вот тут внизу окошечко на канале РБК сидит Дугин и комментирует, говорит, а там что-то не то происходит, то есть не по их сценарию, то есть это было написано у него просто на лбу, понимаете? Вот. И мы понимали прекрасно, клацая с канала на канал, что происходит что-то не то, и что никакая резолюция, да, вот в конечном итоге, и в общем-то даже зал сидел, не понимал, что происходит, публика, которая приехала принять решение о создании некой там Малороссии или что там они создавали уже на тот момент, я не помню, уже 35 названий поменялось, вот, но этого не произошло, вы помните, да? Поэтому, да, конечно, заинтересованность у Януковича отжать Донбасс для комфортного проживания, у Путина дойти до Приднестровья, соединиться в кольцо, закрепиться в Крыму, а у нашей власти, как я понимаю, мы же видим, что Порошенко ведет переговоры совершенно спокойно с Владимиром Владимировичем, о чем-то договариваются. Владимир Владимирович говорит о том, что да-да-да, у вас правильная позиция, надо переговоры вести, все у нас замечательно, все хорошо. Во время этого переговорного процесса заходит, сегодня ночью мы понимаем, да, что происходит, 5 танков, после да-да-да Путина, 5 танков, 5 бронетранспортеров, 20 единиц боевой техники, это наши люди, информировали нас, считали, в общем-то, на границе Изварина, как это все происходило. И когда наши пограничники совершенно спокойно пропустили всю эту колонну под прикрытием банд, находящихся в Луганске, те подъехали, договорились, совершенно спокойно пропустили, а после этого начали абсолютно спокойно дальше, так сказать, проводить